Меня зовут Владимир, я журналист. Как зовут вас? Александр. Полностью, если можно. Александр Владимирович. Пахомов Александр Владимирович. Дата рождения? 13.03.78. И откуда вы? С Ямала. С Ямала? Да. А город? Город Ноябрьск. Вы, я так смотрю, не очень хотите разговаривать. Почему? Нет, я просто не знаю, что куда мне говорить и что именно говорить. Вы Говорите, вопрос задаете, я просто, на вопросы отвечаю. Я имею в виду, что это интервью для записи. Оно будет публиковаться. Вы не против такого расклада? Что? Ну, против? Что тут против-то? Ну, не хотелось бы, чтобы мама увидела. Ну, так давайте с вами решим. Мы будем с вами общаться или нет? Ну, так, конечно, будем. Ладно, раз будем, то тогда расскажите, как вы попали в Украину, у вас вот этот боевой путь весь. Сначала мы обучались в Свердловской области на переквалификации специалистов. Стоп, вы не мобилизованный? Ну, сначала нас мобилизовали. Когда? 2 месяца назад, 3. Угу. А потом, так как это еще мобилизации тогда полной не было, никто не объявил, мы приехали, 2 месяца нас обучали работе с тягачами, с разборами завалов, чтобы могли оказать Вы водитель? Правильно? помощь. Водитель. Понял. А когда поехали в Украину? Ну, примерно месяц. В сентябре, в конце сентября. В конце сентября. И что, куда вы приехали? Мы не в Украину приехали. Куда? В Валуйки? Ой, врать не буду, как называется, не знаю. Ладно, а на территорию Украины уже когда вы приехали? На территорию Украины, когда я приехал, ну это не так давно было, это вот я приехал, где именно в школу попала ракета, это называется, как же сейчас помню, буквально недалеко там. Сейчас вспомню. А месяц, когда вы уже попали в Украину, вы помните? В октябре. В октябре? Да. И сколько вы провоевали в общей сложности? Ну, не более 5 дней. Не более 5 дней. Так, а когда вы попали в Украину, куда вас отправили? Что делать? Вот мы поехали разбирать завал. Поехали разбирать завалы. Да. И что, разбирали вы завалы или что? Да, разбирали завалы, там школу разбирали, мирные граждане помогали. Разобрали все. Да. И попал в плен. А как попали в плен? Пытался выйти к вокзалу. Зачем? Холодно у вас тут. Хотел домой уехать. Вы хотели уехать домой? Да. А вы спрашивали разрешение у кого-то из ваших там начальников? Ну вот я и хотел добраться до начальников и написать заявление, уехать домой. А где начальники? Куда до них нужно было добраться? Ну, я так понимал, что где-то возле школы должны были быть. Я к школе и хотел добраться. Вы же говорите, к вокзалу. Ну, так от школы уже дальше на вокзал. Так вы добрались до школы? Нет, не добрался. Мы спускались. Ваши парни нас взяли. Ага. Вы автомат в руках держали? Нет. Ну, Понял. вообще держать? Нет, здесь, в Украине. Нет. Не держали. Понял, Дмитрий Николаевич. Хотите поговорить? Не, я же не студент. Ну, тут история просто, она очень короткая, и человек реально приехал, поразбирал завал, и его взяли в плен. А как взяли? Рассказал? Ну, как взяли, да, и вот остается только понять. Ну, спускались. Контузило. Обстреляли? Угу. С чего? Непонятно?
Не знаю, минами, по-моему. Минами. Контузило, пропал свет или вы видели, что дальше? Ну, все потемнело, пропал свет. Мгм. Появилась кровь на лице. Все. Мгм. Еще раз бы поехали бы в Украину? Нет, я уже сказал об этом. Ну, может быть, вы кому-то и сказали об этом, мне что не говорили. Да, нет. Не горю я таким желанием. Мгм. Понял. Спецоперация зачем нужна? Я не понимаю, для чего. Окей, спасибо. Не будем тратить время. Сейчас может просто Да. действительно быть какой-то интересный разговор. Мы будем сидеть час и все. Ну так все, пацаны. Ладно, Дима сейчас попробует списаться, а мы тем временем пока... Вы понимаете, да, что это интервью для записи, для публикации? Да. Вы не протестуете. Нет. Поговорим. Поговорим. Тогда представьтесь полностью, как зовут вас? Меркулов Алексей Александрович. Дата рождения. 23.10.1993. Откуда вы? Тульско-Лучинский район, станция Скуратова. Мгм. Как попали в Украину? Расскажите про свой боевой путь. Попал по мобилизации. Повестку выдали. Когда? 2 октября. Дальше. Сказали, что будем нести как бы службу в тылу. Ну, в плане того, то, что мы не будем Это ваша супруга? Да. Не будем соприкасаться со стрелкой, с перестрелками. Понятно, воевать не будете? Всем Воевать вам так не говорят. будем, да. Всем вам так говорят, всем абсолютно. Дальше. Вот. После чего отправили в Мулино, формировали 9-й БАТ. Я вашей жене сфотографировал. 9-й БАТ формировали. Так. Потом, что отправили нас 18-го, сформировали, выдали, нам выдали оружие, не оружие. И все, и нас отправили в поле. Я не знаю, где это, находится. Вот у нас спрашивают, по картам там смотрели. Вот, поняли, где мы были. И вот мы там 2 недели без еды, без воды, пили с лужи, ели, что найдем. Это уже в Украине вы имеете в виду, что Да, вас уже да, привезли в Украину куда-то. Это что была за местность? Лесистая? Поля? Деревня? Лесополоса. До ближайшей деревни, там, не знаю, 12 километров, по-моему, было. Ходили в деревню? Нет, я нет. Или- Контрактники ходили, не знаем как. Чего ходили? Мы не знаем чего, мы отдельно. Контрактники, то есть они с нами особо не разговаривали. Вот у нас вот есть вот один контрактник, он нормально, а так в основном все контрактники с нами не разговаривали. Почему? Они высший сорт, вы низший или как-то? Да, там у нас спецура, блядь, была. Понял. Как долго вы пробыли без еды? Сначала 4 дня, потом нас кормили раз в сутки. Раз в сутки чем? Либо щи, либо макароны. Щи, вот это такие банки у вас, да? Да, как ребята говорили, что в банках. Мы видели эти банки, там как бы вода и капуста немножко. Так? Да. В котелок нальют, там, считай, вода и кусок капусты плавает. Особо не наешься. Особо. И без хлеба, тем более. Был бы хотя бы хлеб. У нас хлеба не было вообще. Короче, вас кормили, грубо говоря, холодной водой. Или вы грели их? Если костер горел, то грели, конечно. Грели. Понял. Что вы вообще там делали, кроме того, что ели щи? Ничего. Окопы копали, учились. Так, Блиндаж копали, все. так. То есть ничего не было, ни стрельбища, ничего. То есть мы пришли, просто тупо копали. Командиру своему задавали какие-то вопросы? Нам сказали, мы сами ничего не знаем, сидим, ждем. Обстановка поменяется, все доведем. Командир же так же, как вы, питались вместе все? Как, да. Понятно. Дальше что было? Все, приехал, генерал, майор Уголев. Мгм. Сказал, все, вы выезжаете. Ротный, отказался вести роту. Так, Потому что у нас всего одна БМП была. Так. Рабочая. так. Из 10. Ротный отказался. Вот. Приехали там сотрудники ФСБ, забрали. Приехал генерал, Ротного забрали? да. Как это происходило? Спокойно, тихо? Да, все было тихо. Приехали ночью, забрали, и все. Утром нам доложили, что ротного нет. Приехал генерал,
читал нам нотации, лекции. Так, что рассказывал? Ну, то, что мы такие-сяки, замполиту задали вопрос, типа, как так? Он вам показалось, типа, ну, я действительно, говорит, слышал, что вы отказались, или мне показалось? Ну, замполит сказал, показалось. Ну, и в этот же день привезли ротного. Мгм. Ну, и как бы мы... Нового? Нет. Того. Ну, Переубедили. Командир взвода сказал, мы пойдем на выполнение боевой задачи только в присутствии ротного. Так. Привезли ротного, и все. И мы уехали. Куда уехали? В село Новоселки или Новоселово. В село Новоселово или Новоселки вы уехали? И что там было дальше? Привезли также ночью. Куда ехали, не знаем. Брезенты, ну, закрыты, где-то там проблескалось. Непонятно, ни надписи, ничего не было, не видно. Темно. Все. С ротным общались еще после того? Или он был без настроения? Ну, с ротным общались, он говорит, я там все доведу. Как генерал сказал, вам все привезут, бронежилеты, каски, тепляк, ночник. Ну и все в этом ВК. Ну, как бы все поверили. А вы все как поехали. вы можете объяснить, что он сначала отказался, а потом вдруг согласился? Ну, как бы ему объяснили, что мы едем в усиление, в тыл, так же, как мы типа здесь, так же в тыл. Но в итоге мы поехали на передок. Так. Как это потом уже нам сказали, что мы на передке. Кто сказал? Командир взвода. Командир взвода. Значит, ротный все-таки знал, куда вы едете. Когда ехали, никто нам ничего не говорил. Ну, понятно, но он же не будет вам говорить. Так, приехали вы на передок. И там что происходило? Че, разгрузили вещи, сложили под какой-то навес, а сами пошли там в дом, в подвал, сидите, наблюдайте, ждите команды. Какой команды? Вам придут, все скажут. Прошло 3 дня, никакой команды не было. То есть днем мы сидели в доме, ночью уходили в подвал. Все. Там уже были мирные жители какие-то? Одних мы только видели, и то они уехали. Общались? Они подходили, спрашивали, что, куда, зачем, мы особо не разговаривали. Понял. Там ходили по квартирам, по домам? Нет, вот в одном доме мы как сели, так и сидели. Мы никуда... Это был дом мирных? Ну, дом, ну да, там крыши уже не было. Ну, понятно. Ну, сидели в этом доме. Так, и долго в этом просидели? 3 дня. И что дальше было? Попали в плен. Начался артобстрел, Так. побежали в подвал. То есть сидели, ждали, пока закончится. И все. Пришли в ВСУ. И как бы, ну, все. Для нас это все закончилось. Вы отбивались? Нет. Сопротивлялись? Нет. Каким образом вас взяли в плен? Ну, сидели в подвале, наставили РПГ, автомат, сказали выходить, не выйдете, кинем гранату. Выходите, складывайте оружие. Сложили оружие. Мощная армия у вас? Мощная. Да мы не вояки, какие мы вояки. Не знаю, какие вояки. Мы за сегодня поговорили уже, вы уже, наверное, 5-й. Тут 3 зэка, 2 бомжа. Ну, это я так условно говорю. И вот не вояки. Вот это ваша армия. Вы думали, российская армия, она такая? Если случись война. Нет. Как нам все по СМИ говорят, у нас все козырно. А на самом деле у нас везде кругом жопа. На парадах у вас козырно, правда? На параде, да. Единственное, наверное. Причины войны, как вы их понимаете? Я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос. Вообще, да? Для себя вы не знаете ничего. Для себя я Ну, вы же по телевизору смотрели? Я не смотрю телевизор. Ага. Мне его не Я интересно. опять-таки не думаю, что есть смысл развивать эту тему. Ну так для зрителя можно сказать, да, что вам врут там про НАТО, каких-то нацистов и какие-то биолаборатории, боевых комаров и все такое прочее. Но если у них уже аж совсем ума нема, чтобы до сих пор этого не понять, то быть тяжело. Я просто только что один пост прочитал, такой интересный. Вот в средствах массовой информации пишут о том, что россиянка, вот опубликовали заявление россиянки, которая говорит, если бы знала, что там война, я бы костьми легла, но своего мужа туда бы не отпустила. А кому же мы вот тут вот этих вот почти 9 месяцев на этом канале все эти интервью записываем? Вот это риторический вопрос.
Может, вы уже начнете как-то чуть-чуть смотреть, подписываться, там, делиться. Потому что, если честно, я не понимаю, почему на этом канале 1 миллион подписчиков. Должно быть 50 миллионов. 50 миллионов. И то только одних лишь только россиян, которые могут послушать своих же людей и сделать быстро свои выводы. И война закончится, и гибель закончится, все закончится. Но нет. Они до сих пор пишут, если бы я знала, на 9-м месяце войны. Ну, это же не серьезно, согласитесь. Но есть же куча альтернативных источников информации. В том числе наш канал, первейший из них. Потому что мы провели уже около 500 интервью за все это время с вами. С пленными из РФ. И все это время, начиная с 1-го месяца войны, вы рассказываете все то, что было на самом деле. И это подтверждается общими объективными данными. Если сейчас перемотать наш канал на полгода назад, вы послушаете любое интервью, вы поймете, что все происходило действительно именно так. В том числе и ваша история сейчас останется уже В истории. в истории этого всего. Но нет. Они почему-то продолжают слушать свой телевизор, а по телевизору им рассказывают, что вы должны пойти и сдохнуть. Прямым текстом. Почему? Ради чего? Ну, комары боевые, видите ли. Да. Да. Нашли патент от 2015 года американский с дроном, с комарами. Уцепились в него и теперь рассказывают о том, что вот это должно было обязательно произойти. В НАТО мы должны были обязательно вступить когда-нибудь. Так Финляндия вступает в НАТО. Чего вы игнорируете? 100 километров до Петербурга. Границы. Даже не знаю, кто там вступает, я не смотрю СМИ. Я понял, Просто что вы мне особо это- не знаете. просто Вы всё обратитесь к таким, как вы, хотя бы россиянам. Дай бог, может быть, услышит кто-нибудь вас. Надо им сюда идти, мобилизоваться. Не надо им сюда идти. Что им делать? Не надо сюда идти. Не надо. Я больше ничего не могу сказать. Что сказали, то сказали. Звонить будем? Здравствуй, господин. Звонить он захотел. Ну, основной момент нашего разговора это звонок домой. И это не потому, что нам очень интересно, а чтобы донести туда до ваших, что вас надо менять. Вы, к счастью, не Она зэк, прочитала Нет. все, но ничего нет. вас хотя бы обменять. Ну, можно. наверное, там в шоке. В шоке? Ну, То есть за вас хотя бы там пойдут где-то. Есть куда пойти сказать. Я написал правду, что вы в плену. Потому что за зэков и бомжей даже ходить им некуда. Некуда обратиться. Так, нажимаю пока паузу. Да, давай. Супруга не берет трубку, сейчас... Голосовое, да, отправляем. Маша, возьми, пожалуйста, трубку, это все правда. Возьми трубку, мне надо с тобой поговорить. Если мы сейчас еще не дозвонимся после этого, мое очередное послание рабзиянам, по-другому их назвать не могу, у нас нет времени ждать, пока вы посоветуетесь со своими рабовладельцами, можно вам поговорить с вашими родственниками или нельзя. У нас время ограниченное. У нас много очень пленных, с которыми нам надо поговорить. Поэтому, пожалуйста, родственники вот этого человека, если вы берите это видео, оно у нас в Ютубе будет опубликовано, несите своим рабовладельцам в военкоматы или куда там, показывайте, говорите, что он в плену, и его нужно обменять, забрать. Чтобы его обменять, забрать, нужно отдать нашего украинца. Все очень просто, это очень просто, максимально просто работает. Все. Еще хочу дополнить. Те, кто бегает по территории Украины, пусть номер телефона напишут и положат военный билет. Да. Бумажечку, потому Да, что да, они, да. как правило, номера не знают. И мы тратим очень много времени на то, чтобы найти номер, еще что-то сделать. Да, да. Пусть он будет на бумажечке. Документы с ними всегда есть. Готовьтесь к плену, ребят. Вы когда едете в Украину, сразу готовьтесь к плену, потому что это Хочу ваш жить. лучший шанс. Расскажи, Да, вот вот как. есть история еще «Хочу жить». У нас в конце этого видео всегда есть QR-код, можно номера телефонов, можно перейти, можно сдаться в плен, сохранить себе жизнь можно. Никто не будет рассказывать, что вы сами сдались. Никто вас показывать не будет, если вы сами этого, конечно, не захотите. Вот. Просто сдадитесь спокойно, приедете сюда на интервью, вот как молодой человек будет сидеть, расскажите мне, что вы там натовцев зарезали 150 штук. Не проблема, вообще не вопрос, я буду все это слушать. Зарезали натовцев каких-нибудь? Нет. Нет? Как? Комаров видели наших? Комаров, Нет, хоть, конечно. комаров хоть пару штук прихлопнули боевых? Нет. Боевых.
Каких боевых? Так, смотрите, ну, она не берет, я не могу понять почему. Отправьте ей голосовое сообщение, которое вы считаете нужным, потому что видео выйдет Да, то намного есть позже. дозвониться уже не получится, можете свое послание отправить в Не, голосовом не сообщении. дошло до меня. Но она не прочитала, хотя я не Она понимаю. не послушала просто. Да. Маш, это все правда, нас взяли в плен. Идите по инстанциям, военкоматы, не военкоматы, губернатору, звоните куда хотите. Пускай нас меняют. Пускай отдают украинцев. Собирайте всех, там, кого, звоните куда-нибудь, ищите. Я тебе серьезно говорю, Маш, мы в плену. Это все реально правда. Звонить у вас вряд ли будет еще возможность. Возможности позвонить у меня больше не будет. То есть я тебе написал вот это сообщение, звоните, идите в военкомат. Фамилия журналиста Золкин, моя, Золкин. У нас есть YouTube канал, можете зайти, перейти, посмотреть. Там таких 500 уже, как он, и он тоже будет на этом канале. Звоните. Идите Прочитал в сообщение. военкомат, Видео звоните. является доказательством того, что он в плену. Вот она прочитала, мне интересно. Как это работает? Тебе Про скидывают? курение про наши в кадре еще много пишут. Опять-таки, в очередной раз повторяю, что это не одно интервью в день, это целый день разговоров. То есть мы где говорим, там и курим. Не едим, не обедаем, но курим. Вот В так. СИЗО, кто был, знает, что заходите, выходите, это долгая процедура. Да. И выйти, чтобы покурить, это целый день будет вхождение и захождение. Так, я делаю последний звонок, она в сети. Если она возьмет, значит возьмет. Если не возьмет, значит не возьмет. Все, она уже Она- просто сбила. Она сбросила. Поэтому... Всем спасибо, подписывайтесь на канал, делитесь видео, жмите колокольчик. Всего доброго. Здрасте. Вы по телефону с кем-то говорите. Меня зовут Дмитрий, я журналист из Украины, ваш муж в плену. Вы с ним разговаривать будете? Конечно. Разговор будет записан и опубликован. Я просто смотрю, что вы по второму телефону разговариваете. Как-то так. Я сейчас выключу. Ради такого я сейчас выключу. Что? Поверните, пожалуйста. Да вы... Разговор будет записан и опубликован. Понимаете? Понимаем мы. Дайте мужу, пожалуйста. А что вы так со мной разговариваете? Понимаем. Я понимаю, что вы заняты, там, у вас второй телефонный звонок. Но вы перезвонили, соизволили, когда его уже уводили. Это нормально? У вас много мужей, которые в плену? У меня телефон на беззвучном, ребята. Вы о чем? Да дай ему пусть говорит, господи. Времени нет. Маш, это реально так. Звоните. Звоните куда хотите. Ищите. Серьезно тебе говорю, не шутки. Ребята, вы о чем? Тебя нету в списках нигде. Ты понимаешь, я тебя ищу уже 4-й день. Тебя в списках нигде нету. Не знаю, звоните, ищите. Звоните, блядь, 38 838, это Мулина. Звоните в Мулина. Ищите. Все, не паникуй. Просто звоните. Звоните куда-нибудь, ищите выходы, чтобы нас отсюда вытащить. Нет, подожди. Ладно? Да сейчас же будешь кричать. Не паникуй. Просто находите выход, ищите. Да. Да. Объясни. Можно? Да. Спасибо. Младший бандеровец. Уже не говорю, что вообще младший Золкин. Военкомат кому? Ну, кто-то у нас военком к военкому иди. Пускай ищет. Ну, Ну и пускай поднимает списки в Мулино. Не в Мулино, куда там числимся. Какой-то гусь. Калининградская, Калининград, там какой-то гусь, пускай я ищет. поняла. У меня есть Господи, да эти списки. что это просто уже абсурд. Что вы там записываете вторым телефоном? Что вы занимаете? Что он Это мы действительно? Что он в действительно? YouTube Я будем. должна прийти в военкомат с чем-то. Мы в YouTube это видео будем выкладывать. Моя фамилия Золкин, там 500 уже таких, как он. Да начните что-то смотреть, слушать, в конце концов, кроме вашей пропаганды по телевизору. И тогда будете знать, и не будете людей своих отправлять сюда. Людей наших убивать и гибнуть, понимаете? Начните думать уже чуть-чуть там. Все, не паникуй. Все, Надо вам писать, то пишите. все. Звоните в военкомат, ты меня увидела. Я тебе говорю, что это правда. Иди. Или дипфейк. Иди в военкомат. Пускай что хотят, то и делают. Давай, Влад. Все, давай. Говорить, что хотел. Ничего не буду говорить. Уже не хочешь?
Потому что, чтобы ты понимал, как это выглядело. Она с кем-то разговаривает и во второй телефон слушает меня. Второй телефон, это мой, он безо всего. Не, Там она это- во второй телефон с кем-то Она разговаривает. писать пыталась разговор этот. Нет, она При разговаривала. том, что я это видел. подхожу, она телефон убирает. Чего вы всего боитесь, я не пойму. Да пишите в эти разговоры. Просто вопрос в том, что я не нахожу. Она получила картинку его и начала со второго телефона куда-то звонить. Ей пофиг. А что у нее телефон без звука? Ей часто звук муж из плена звонит. на Может, работе, вы не один? на работе. На работе. В машине за рулем на работе? Ну это сейчас, да, сколько времени? Может обед, не знаю. Чё Она сегодня? за рулем. Все, ладно, это разговор не Я извиняюсь, Да, конечно. не надо ни за что извиняться. Главное, чтобы вас поменяли, наших домой отдали. Нам вообще безразлично, что у вас там происходит в голове у вас. Всё.